Сегодня Южной Корее 30 декабря, и свой 30-й день рождения отмечает участник группы BTS Ким Тэ-хён, более известный как V. По сложившейся традиции, поклонники артиста подготовили по-настоящему масштабные праздничные проекты. Улицы Сеула буквально преобразились, особенно это заметно в районе офиса компании HYBE и у ближайших станций метро. Город украсили бесчисленные поздравительные баннеры, яркие плакаты и огромные цифровые экраны с портретами Тэ-хёна. Праздничную рекламу можно встретить повсюду, на автобусных остановках и в оживленных подземных переходах. Фанаты постарались сделать так, чтобы каждый житель и гость столицы смог разделить радость этого важного дня. Одной из самых заметных частей торжества в этом году стали тематические автобусы. Судя по кадрам с улиц столицы, армии из разных стран запустили целый автопарк в честь Тэ-хёна. Машины полностью обклеены портретами артиста, которые показывают разные этапы его карьеры. На автобусах можно увидеть теплые слова «Happy V-Day» и знаменитую фразу «Always Барахе» – фирменная фраза, связанная с V. Также на бортах указаны авторы проектов, например, Russian Army, From Russian Тэ-хён Lovers или Love from Taiwan. Праздничный транспорт выполнен в разных цветах, включая символичный для группы фиолетовый. Среди множества подарков особо выделяется праздничный автобус под названием «Зимний медведь». Этот проект подготовили российские поклонники РУ-Арми. Специально оформленный транспорт будет стоять рядом с зданием HYBE в течение нескольких дней, с 28 декабря по 2 января. Увидеть его можно в светлое время суток, с 8 часов утра до 4 часов дня. Китайские армии оформили целый самолет. К поздравлениям присоединились и коллеги по группе. Так, лидер коллектива РМ опубликовал в своих социальных сетях теплое послание. Он выложил сторис, подписав ее фразой «С днем рождения, наш Тэ-хён». Сегодня его имя знает весь мир, но каким был Тэ-хён до того, как стать частью легендарного коллектива? Давайте вернемся к истокам и проследим за главными этапами его жизни. Ким Тэ-хён, которого миллионы людей знают под сценическим именем V, это не только талантливый южнокорейский певец и автор песен. Он также проявил себя как харизматичный актер и успешный сольный артист, являясь при этом неотъемлемой частью мировой группы BTS. Будущая звезда родилась 30 декабря 1995 года в южнокорейском городе Тэгу. Семья Ким жила достаточно скромно и занималась фермерством. Тэ-хён был старшим ребенком, позже у него появились сестра Ин Джин и брат Чон Гю. Поскольку родители очень много работали, воспитанием мальчика в основном занималась бабушка, с которой у него на всю жизнь сохранилась глубокая душевная связь. Тэ-хён рос любознательным и активным ребенком. Еще в начальных классах он твердо решил, что хочет стать певцом. Чтобы приблизиться к мечте, в средней школе он начал осваивать игру на саксофоне. Отец поддержал увлечение сына и одобрил его решение пойти на прослушивание компании Big Hit Entertainment, которая проходила прямо в его родном городе. Талант юноши сразу впечатлил представителей агентства, и он официально стал стажером. Несмотря на плотный график тренировок, Тэ-хён уделял большое внимание образованию. В 2014 году он окончил Высшую школу искусств. Позже, вместе с другими участниками группы, он поступил в глобальный киберуниверситет на факультет телевещания и развлечений, получив диплом в 2020 году. На этом артист не остановился и продолжил обучение в университете Ханьян, где получил степень магистра в области рекламы и средств массовой информации. Практически сразу после начала стажировки Ким Тэ-хён присоединился к составу BTS и погрузился в упорную подготовку к дебюту. По правилам индустрии, каждому участнику нужно было выбрать яркое сценическое имя. Для Тэ-хёна подготовили 3 варианта на выбор – Six, Lex или V. Юноша остановился на последнем варианте, коротком и звучном V. Как позже признавался сам артист, это имя было выбрано не случайно, ведь оно символизирует слово «victory», что в переводе с английского означает «победа». Официальный старт группы BTS состоялся 13 июня 2013 года. Коллектив ворвался на музыкальную сцену с мощным треком под названием «No More Dream».
в составе бойбенда Ким Тэхён занял позицию одного из 4 основных вокалистов, сразу привлекая внимание слушателей своим глубоким и уникальным тембром. В 2022 году стало известно о временном перерыве в общей деятельности коллектива. Несмотря на временную паузу, Ким Тэхён остается верным своей группе. В 2023 году он, вместе с остальными участниками, продлил контракт с агентством. Это решение гарантирует, что после завершения армейской службы и начиная с 2026 года мы снова увидим Тэхёна в составе BTS. Популярность корейских артистов давно вышла за пределы музыкальной сцены. Вместе с мировым признанием исполнители получают массу возможностей проявить свои таланты в самых разных областях. Благодаря врожденному артистизму Ким Тэхён сумел успешно реализовать себя не только в музыке, но и в качестве профессиональной модели, а также актера кино. В 2016 году Ким Тэхён дебютировал на больших экранах, снявшись в историческом сериале «Хваран. Начало». Примечательно, что в этом проекте он работал под своим настоящим именем. Специально для этой дорамы артист подготовил музыкальный сюрприз. Он написал и исполнил саундтрек под названием «It's Definitely You». Как и большинство представителей корейской индустрии развлечений, Ким Тэхён предпочитает не выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. Возможно, это связано с условиями контракта с его агентством, которые могут ограничивать романтические отношения. Однако не исключено, что при столь плотном рабочем графике у артиста просто не остается свободного времени на частную жизнь. 8 интересных фактов о Ким Тэхёне. Начнем с первого факта. Он касается его милых прозвищ. В группе Тэхёна часто называют тигренком или вишней. Второе имя прочно закрепилось за ним после того, как артист покрасил волосы в ярко-красный оттенок. Второй факт раскрывает его музыкальный талант с новой стороны. Помимо вокала, Тэхён является мультиинструменталистом. Он профессионально владеет игрой на саксофоне и фортепиано. Третий факт переносит нас в самое начало его карьеры. Удивительно, но Тэхён пришел на прослушивание в агентство Big Hit Entertainment только для того, чтобы поддержать друга. Однако, когда ему предложили самому показать свои способности, он согласился и стал единственным из всего города Тэгу, кто прошел отбор в тот день. Переходя к четвертому факту, стоит упомянуть его любовь к животным. У Тэхёна есть всеобщий любимец, померанский шпиц по имени Янтан. Пятый факт приоткрывает завесу его повседневных привычек. Тэхён – большой ценитель мясных блюд в любом виде. При этом, по свидетельству других участников группы, кулинария не входит в число его талантов, готовить он совершенно не умеет. Шестой факт связан с его страстью к визуальному искусству. В свободное время Тэхён серьезно увлекается фотографией. Свои авторские работы он представляет миру под творческим псевдонимом Ванте. Седьмой факт касается его личных фобий. Несмотря на уверенность перед огромными стадионами, в жизни Тэхён опасается привидений, а также испытывает сильную неприязнь к прикосновениям к грязным или жирным предметам. И, наконец, восьмой факт. Любимыми цветами артиста являются зеленый и фиолетовый. Именно его легендарное выражение «I Purple You» сделало фиолетовый официальным цветом любви и преданности для миллионов фанатов по всему миру. В завершении нашего рассказа хочется поздравить Ким Тэхёна с его праздником. За годы своей карьеры он стал для миллионов людей не просто кумиром, а настоящим источником вдохновения и света. Оставайся таким же уникальным и верным себе. С днем рождения, Ви! Мы всегда будем на твоей стороне.